Добрый вечер. Сегодня у нас в гостях журнал «Крокодил», номер 3, январь 1974 года. Такой у нас минимализм сегодня в карикатуре. Отчет мебельной фабрики. Директор фабрики. Зато вот эта мебель у нас прочная. И все развалится. Зато отчет есть. А я увлекаюсь фотоохотой. И такая замочная скважина подглядывает, а на объектив четко под нее сделал. Средства на механизацию погрузочно-разгрузочных работ. Грузчики со зарплатой стоят. А выдача зарплаты грузчикам. Преступление и оправдание. Ну прям как в сказке. Сжалься надо мной, добрый молодец. Я последний экземпляр данного вида. Все ясно. Яблоню опрыскивали большой дозой ДДТ. Не знаю, что хоть ДДТ, наверное, какая-то отрава, которая травят там этих паразитов. Серый волк и крашеная шапочка махеровая. Кто надевал мои джинсы и растянул их? Мода. Медведь. Кстати, знаете, эти джинсы, которые там марки Levi's, там те же самые 501 модель, там у них есть обычные модели, а есть, как-то, по-моему, называется или Slim Fit, или что-то такое, что их, когда покупаешь, ну, первый раз их мочишь, одеваешь мокрое, вот входишь в них, они, не помню, должны или на тебе высохнуть, или их просто потом снять, где-то там повесить, чтобы они медленно высохли. И они вот принимают форму твоего тела, как бы. И они как бы вот растягиваются четко под твое тело и вот застывают вот в таком вот размере примерно. Поэтому вот кто надевал мои джинсы и растянул их, вот это, кстати, вот если взять вот за аналогию вот этот про эти джинсы Levi's, это вполне как бы так не глупо. Я не думаю, что они это имели в виду, но вообще есть такой факт. Вот черт сорвался. Ну и что, мы все равно его еще прошлым летом списали. Списали его, выкинули. На металлолом даже не сдали. Диссертация. Не пойму, зачем она назначила свидание в этом месте, ЗАГС, и не пришла. Конек чилийской хунты. Здесь и про хунту, про Пиночета. Вот это, кстати, вот злая вообще карикатура. Что же ты, лопоухий, ворота плохо защищаешь? Вот стоят и бутылку, там, не знаю, пол-литровку или Ахдам 0,7. Ну, глядя на рыбу, наверное, была просто там пол-литровка. Шайбой разбила. Представляете, какой вот взгляд обреченный просто вот у него, как бы вот со стаканом. Этот просто уже смеется, как бы такой вот, зубы стиснул, глаза, как бы, ну просто уже кроме как смеяться, уже у него, видно, нет эмоций. Этот просто рыбой замахнулся на них. Да. Достойный Эрмитажа такая картина, конечно. Вот эти эмоции. Хорош, волк его задери. Товарищи пешки, предлагаю больше не участвовать в игре, где шахматисты жертвуют нами без всякой нужды. Попугай, ты при нем поаккуратнее, он потом начальству выложит. О, Министерство транспорта в полном составе едет на службу. Я вообще в этих журналах ищу такие вот пасхалки, вот такие вот скрытые послания в будущее. Вот то, что неосознанно было нарисовано как бы в шутку,
А на практике там лет там, через 50, грубо говоря, оно оказалось вполне актуально. Ну, блядь, на котелок, типа как Англия, возможно, блядь. А вот Борис Джонсон, который ездил, точнее, на велосипеде. Вот. Прищепки такие на костюме. Он, кстати, в костюме ездил. Вот. Но они, правда, никогда только с бензином. Они ездят, чтобы показать, вроде как они такие, типа, с народом, там, за экологию. Типа, простые люди, как бы. Хотя, на самом деле, они абсолютно не простые. Как бы, больше, как бы, это так, пустить пыль в глаза. Ну, так как Стив Джобс вот это ходил в своем вот этом гольфе, свитерке, как бы, который, правда, стоил там $400, у него были они все одинаковые. Вроде показать, что он, его одежда не сильно интересует. На самом деле это такой своеобразный кич, который просто это так вот надо было в определенных кругах вот делать. Так вот эти велосипеды, вот, это тоже вот так надо было кому-то делать, показывать. Мы вот такие, мы простые, типа как мы ближе к народу. На самом деле херня, это все собачье. Подписывайтесь на мой канал. Впереди еще будет очень много интересных журналов.